привет! Вы на канале Польза.нет, стримы, основной канал Польза.нет, 35 тысяч подписчиков. И сегодня мы будем подробненько с вами жарить смартфон под названием iQOO Neo 9 Pro. Будет ли развиваться подобный формат, будет ли буду ли я продолжать подобный контент, зависит в первую очередь от вас. Поэтому не забываем прожать лайк, подписаться и написать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть подобное на обзор. Недавно, кстати, купил еще Sony, и Z60 Ultra тоже скоро будет. И на руках еще у меня много всяких интересных смартфонов, в том числе даже эконом-класса. Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал скидок, по ссылке в описании можете посмотреть. Телеграм-канал взаимопомощи, мой личный телеграм-канал, плюс еще болталка в телеге. Нас там 16 тысяч человек. И вот оттуда как раз эти 633 подписчика и, возможно, даже больше, которые вы сейчас видите. Не забываем прожать лайк, не забываем подписаться на канал с колоколом, написать, что бы вы еще хотели увидеть на обзор, повторяюсь. И, наверное, пора начать. Вообще, для чего все это происходит? Для того, чтобы, когда я гонял вот это дело в Твиче, у меня не отваливался звук. То есть все элементарно. До этого я гонял все время смартфон в Твиче, но у него отрубался звук. И так как нам неудобно было говорить с подписчиками, мне неудобно было говорить с подписчиками, им со мной, мы решили, что можно попробовать вот такой канал. Тем более раньше я все это делал. И просто на основном канале. Не забываем, повторяюсь, прожать лайк и написать в комментах что-нибудь. Для этого, в принципе, если будет 1000 человек, я буду так заморачиваться с каждым смартфоном. Попервой. А там посмотрим, как все это дело пойдет. Если это дело не будет забирать у меня просмотр у основного канала, то все будет в огне и буду продолжать. Оптимус, Дмитрий, Алекс, Пацанчик и все остальные, всем привет. Universal, если ты дошел, тебе тоже привет. Это такой а-ля формат, очень удобный для того, чтобы общаться с вами. Допустим, актуальные темы из разряда 24 января начнутся, во-первых, 22 начнутся продажи Asus ROG Phone 8 и 8 Pro. Я их оба, скорее всего, куплю. Эти смартфоны. Второе, 24 числа начнутся продажи Redmi-ков, и там будут Redmi Watch, скорее всего их начнут продавать вообще по 6,5, обзор уже на канале, но китайской версии, плюс еще будут продавать Redmi Buds и Redmi Buds Pro 5. И на Redmi Buds 5 у меня еще в ноябре прошлого года был обзор, на Redmi Buds 5 Pro обзор будет на канале, получается, завтра. Вот, зачем я делаю прожарки и обзоры, допустим, вчера я делал прожарку вот этого смартфона, это Zero 30. В первую очередь, честно, для того, чтобы самому понимать, что о нем говорить. Потому что, когда я с вами общаюсь, я вижу какой-то другой взгляд. Так же, как по поводу этого смартфона. В принципе, я уже минуты 3 рассказал вам основу. И начнем с того, что исходники фото и видео всех этих смартов, что я тестирую, у меня в личной телеге. Приходите, скачиваете, смотрите. И их там неприятно много, безумно много. Все время одна и та же фотокарточка. Сегодня, единственное, ходил на игру «Мафию» и попросил людей ночью сфотографировать их. Они за радость сказали: хорошо, фоткай. И я их нафоткал, увидите как раз в обзоре на iQOO и на OnePlus Ace 3. Кстати, напишите потом в комментах, интересно ли вам на него. Что это такое, с чем это едят? У меня был до этого обзор на iQOO Neo 9, не версию Pro, и там стоял процессор Snapdragon Gen 2. Я считаю, честно, это лучшее решение, чем вот этот смартфон, который сейчас стоит в районе 40 тысяч рублей, может быть 40-41, может быть его потом в перспективе можно будет приобрести дешевле, но людям он очень интересен. Почему? Потому что здесь у нас стоит Dimensity 9320. И я не знаю, благодаря кому, наверное, благодаря Vivo X100 Pro и другим обзорщикам, народ считает, что это удачный процессор. Вот сейчас Дмитрий правильно пишет, можешь посмотреть в батарее, сколько жрет рабочий стол. У меня как-то излишне прожорлив. Я вам скажу, что Dimensity ест всегда очень много, неприлично много.
И я не припомню времена, когда я говорил, бегите и покупайте смартфоны на МТК-шных процессорах, если у вас есть деньги. Но с другой стороны, вроде бы, как все это дело позиционируется, что вы счастливым лицом бежите и покупаете, бежите правильно, и покупаете смартфон, который, по идее, должен быть для вас флагманским. Но флагманского в этом смартфоне довольно мало. Почему? Да, рассказываю прямо. Ну, допустим, единственное, мне нравится его цена, потому что 32 тысячи за какой-нибудь Zero, который ты выбросишь потом, либо вот за это дело, которое уже изначально прямо цвет, блеск, красота, это, конечно, разница большая. Но мы сейчас говорим с вами про iQOO. И что у нас с iQOO из минусов? Первое. Народ, я забыл предупредить людей, что у нас стрим. Я сейчас, точнее, предупредил, но не запостил это дело. Сейчас я закреплю фоточку и все. Еще раз напомню. 5 секунд. Так вот, смотрите. Магия в том, что вроде бы, этот смарт супер мега цвет, блеск, красота, но беспроводной зарядки здесь нету, как я знаю. Может быть, я ее где-то, опять же, полный обзор еще будет на канале. И по большому счету это копия iQOO Neo 9, который можно купить за 33-34 тысячи рублей. Мне кажется, еще придет момент, когда можно будет его покупать за 31. Что это значит? Это значит, что данный смартфон, являясь копией, да, у него ультраширик посерьезней, по большому счету флагманским ничем не отличается. У него там IP54, по-моему, то есть защита от влаги, но, мягко скажем, не топовая. Считайте, никакой. У нас есть, разумеется, инфракрасный порт, у нас нет Type-C-шника, у нас две симки, мне не нравится, точнее, у нас нет microSD карты, у нас Type-C-шник не по центру. Если говорить про экран, здесь такой же экран, как и в Neo 9, на него уже обзор был на канале, OLED-овский, 8T LTPO, 1,5К, 144 Гц. В общем, все по фэншую. Мы это дело с вами будем сейчас проверять, разумеется. Я вам это дело буду, разумеется, показывать. По работе системы, смотрите, с оповещениями вас будут долго и упорно все убеждать, что никаких проблем нет. Они всегда есть с китайскими смартами. То есть, если у вас Origin OS, это у нас для Китая, Fantech OS будет для глобалки, то, несмотря на то, что здесь русский язык, Google сервисы вшиты и все вроде бы отлично, напоминаю, что у этой радости у нас не будет нормальных оповещений. Они будут настраиваться вами, но это все равно будет через одно место. Поэтому, наверное, начинаем мы издалека. Первое, 7-й бенд есть, 3-й бенд для 4G есть. Что еще у нас есть? 20-го бенда нет. Вот. Понеслась к яркости. Есть чуть-чуть желтоватость. 897 люксов, в принципе, стандартная тема. Автояркость включаем. Вспоминаем, что в автояркости вчера у нас Zero 0 вообще ничего не показал, никаких повышенных значений. Вот как обычный смартфон должен реагировать. То есть, я думаю, вот сейчас вы видите, что 2000 люксов он у нас выдает, но... И давайте секунд 15 подождем, потому что, допустим, вы выбежали на супер яркое солнце или на пляже решили смотреть в этот бедный экран и... А нет, у меня не он желтит, это у меня в очках. Напоминаю, что зрение у меня единичка, и со зрением у меня проблем нет. Очки я надеваю для того, чтобы защищать как-то зрение от смартов. Все, начал сбрасывать, видите? То есть, как бы мы долго не кричали про то, что смарты должны выживать в любых условиях обстановки, при любом раскладе смарт будет перегреваться при безумных показателях яркости. Кстати, давайте автоблокировку просто отключим на 10 минут. Она нам и так понадобится. И посмотрим, что с ним будет. Ну, давай, родимый, 2000 люксов. И пока... Да что ж такое? Не хочет он. Надо, наверное, как-то положить. Но тогда вы не будете видеть. Вы видите вообще результаты или нет? Да, вы видите. Пам-пам, 5 секунд. Я пока настраиваю все это дело. Вполне возможно, стримы будут более качественные, если, опять же, вам это дело зайдет. Но звук должен быть нормальным, потому что я разговариваю с вами через шуровский микрофон. Разумеется, я могу подрубить что-то еще серьезнее, но
его в принципе достаточно. Не забываем прожать лайк, все, кто пришли. Если смотрите это дело в записи, то большое спасибо. Мла Аю, за это у нас приходят баны. Спасибо большое, что напомнили, что вы, может быть, продавец. Какие проблемы с площадками, которые на глобале, не являющиеся Алишкой и не являющиеся Ямой, я знаю прекрасно. То есть вас просто посылают с этим делом, и все. Это вы не путайте глобальные площадки, одноименные, и локальные. Локальные великолепны, глобальные нет. Обычно, опять же. GT Neo 5 SE глобалку 5 SE разве есть в глобале? Может, вы что-то путаете? Напишите мне, в какой момент времени у нас у 5 SE появилась глобалка. Realme GT Neo 5 SE, по-моему, у SE была всегда только китайская версия, нет? Я не помню, чтобы у них глобалка была. Она может быть перешита на какую-то глобальную прошивку. Он единственное будет без региональных блокировок, вы имеете в виду, наверное. Вот я сейчас смотрю на Яме 39 тысяч, 12 256, без лока. Его не было на глобалке. Микита, не приходите сюда, чтобы меня проверять, пожалуйста, потому что я этим делом живу 6 лет, и да, я могу, допустим, начать обзор на... Сейчас, кстати, чуть тоже не назвал Infinix GT10 Pro обзор одним кадром, а первые 15 секунд я говорю Realme GT10 Pro, потому что голова у меня уже забита следующим смартфоном. И... Ну, наверное, эта профдеформация допускается. 200 он выдает, и все в нем в порядке. Единственное, я не понимаю, почему он отключил экран. Хотя автоблокировка у нас стоит на 10 минут. То есть, когда он все-таки начинает греться или поедать слишком много, смотрите, уже 92%, вы не видите, 91%. Проценты тают просто на глазах. Яма — это Яндекс.Маркет, котлета. Вот, я просто там проверил. Микита, если даже у вас в Украине официально продается Realme GT Neo 5 SE, это не делает его глобалкой. Глобалки 5 SE не существует. Вот, чтобы вы были в курсе. Она может быть разблокирована под ваш регион. И единственное, там и так есть русский язык, и так есть Google сервисы. Вот, не было глобалки. Николай, я в курсе, я бы его протестировал, если бы была глобалка. GT5 Pro было, GT5 Pro не было. GT3 было. GT4 вообще не существовало Realme. Да, Микиту слегка обманывают. Для этого и существует телега взаимопомощи. Можно чуть громче, пожалуйста? Разумеется, да. Но вы можете погромче поставить свой динамик и... Ну, давайте я буду громко говорить. Если будет перегруз, вы обязательно скажите, потому что я вижу, допустим, когда я разговариваю громче, желтую зону у микрофонов. И это значит, что какие-то не очень хорошие динамики могут воспроизводить мой голос с перегрузом сейчас. Может быть, я не прав. Если вам необходимо погромче, никаких проблем с этим нет, тем более микрофон стоит сбоку. Так, у нас отключается... все, он устал. Я не знаю, через какое время, но видите, уже 1700 люксов, 1600, 1300. Нет, он борется. Он все еще борется. Не будем его мучить. Мы уже поняли, что у нас яркость 2000 люксов спокойненько выдается. Ее более чем достаточно. Долго он может ее держать. И автояркость мы отключаем. Что после этого? Мы еще раз запоминаем, сколько у нас люксов. 893. Вполне возможно, я, кстати, буду гонять его на яркости. Если у нас Twitch не будет отключаться, вы все равно будете видеть картинку. Правильно? А яркость, получается, мы сможем измерить. Перегруза нет. Отлично. Я не знал. Ну вот теперь вы знаете. Теперь вы знаете, зачем подписываться на мой телеграм-канал взаимопомощи или мой личный телеграм-канал. Если вы будете просто спокойно также спрашивать, вам всегда ответят. Кстати, вот сразу ответ на вопрос, как со мной поговорить. Вот, пожалуйста, приходите на стримы. До этого бы они были на Твиче. И будем общаться. Дальше. Так, отключу сейчас интересные сообщения, подключу чат. Напоминаю, чтобы писать в чате, необходимо быть подписанным. И понеслась. Что у нас по экрану, я уже сказал. Ну, не полностью. Смотрите, для начала разрешение Ultra HD. Это не супер флагманское разрешение. То есть это у нас субфлагманское разрешение, прямо скажем. И
никто, я не думаю, что будет спорить с этим. С другой стороны, если было бы разрешение еще больше, вот человек уже жаловался на автономность, этот МТК бы поедал еще больше. МТК хуже всегда. Это мое наблюдение, это мое мнение, оно субъективно, оценочно, и это в моих сценариях использования. То есть при звонках, потреблении контента, в играх, при записи видео хуже. В каких моментах других лучше? Ну, найдите. Или кто-то. Ну, в маркетинге лучше, потому что они баллов больше в Antutu иногда показывают. Или продавать их легче. И стоят они дешевле, я уверен, чем Snapdragon. Но вообще очень много плюсов, как вы понимаете. Только в основном для, наверное, продавцов. Вот. Но я не могу еще громче звук сделать. Если я микро поставлю еще ближе, то вы его будете видеть. Хотя ладно. Пойдет так. Дальше, Bad News, привет. Poco X6 Pro, конечно, буду тестить. Мне, кстати, Realme 13C пришел с очумевшим просто по стоимости налогом, но это не ваша история. В России, напоминаю, 1000 евро налог, свыше 1000 евро. Так, улучшенные эффекты отображения я ничего не включаю, потому что они тоже пожирают батарею, чтобы вы были в курсе. Если говорить про частоту обновления экрана, мы выставляем высокую. PC-Mark я пока не проводил. Мы включаем AOT и показываю вам, что он может. Он может много чего, но фишка AOT здесь в том, что бы я ни говорил, мне даже тестировать не надо. Это будет всегда проблема с оповещалками на аудио. Вы уже можете посмотреть форумы, а это показывает. Притом люди надеются, что что-то поменялось. Ничего не поменялось. Кстати, почему я топлю за iQOO, а я все-таки, можно сказать, что топлю, потому что я делаю на него стрим. Хотя, с другой стороны, я на Zero 30 тоже делал стрим вчера. Так вот, к сожалению или к счастью, iQOO не блокировались. То есть у нас бренд BBK состоит, напоминаю, OnePlus, iQOO, Vivo, Oppo, Realme, OnePlus, iQOO. И вроде все. Ну, может, я что-то забыл. Но из этого всего Realme блокировалась, китайские версии. Допустим, Realme GT 5 Pro, который я уже продал. Мне только 4-й продавец прислал с формулировкой, что вот он разблокирован. 3 других отказывалось, либо 3-й вот предлагал. Я каждый раз одни и те же истории рассказываю, но вы терпите, потому что не все это все дело знают и все видели. И не все смотрели обзоры. Так вот, на Realme GT 5 Pro история была проста, что ты можешь получить смарт, и тебе надо будет вводить код. А потом он опять может быть заблокироваться, и тебе опять надо будет вводить код. На OnePlus, кстати, я знаю, как проверить, разблокирован или нет смартфон. Потом в свою личную телегу скину. Вот. Если говорить про блокировки, я уже сказал, iQOO в этой системе пока не попадал. То есть Realme попадала и OnePlus попадали. Vivo не попадала, iQOO не попадала. Oppo блокировали? По-моему, Oppo не блокировали. Кое-кому приходят оповещения, но это все мелочи жизни. Сила вибрации. Все можно настраивать, но довольно топорно. То есть никаких там точечных настроек здесь нет. Никаких рассказов про то, что здесь супер вибра, здесь нету. Линейное оно по ощущениям не линейное, но не дешманское. Притом довольно странно. Не линейное, но не дешманское. Среднячковая вибра, я бы сказал. Вот. Если говорить про тактильный отклик, здесь тоже можно его настраивать. Вот тактильный отклик при демонстрации. Приятненько. Ладно, лучше среднего. Лучше среднего. Лучше среднего. Не ванпласовский, но лучше. Есть чуть-чуть такая хрипотца. Ну ладно. Так, тактильный отклик в системе включил. По отпечаткам пальцев. Отпечатки в пальцах, распознавание лица я, по-моему, просто не вводил еще все. Я вводил только лицо. То есть можете посмотреть, здесь никаких сканеров супербыстрых нет. А плюс чаще всего у нас всех BBK-евских смартов, они, ну, во-первых, мы видим сразу, что сканер отпечатка пальца находится внизу. Что, еще раз? Ну вот. Этот палец уже существует, и он мне говорит: друг, мы тебя не знаем. То есть он предлагает мне несколько вариантов. И я считаю, что это нормально. Если говорить про распознавание лица, оно у меня уже подрублено. Было. Да.
добавить альтернативное лицо, то есть у нас может быть два лица. При том, что если они будут одинаковые, никто вам не будет говорить: друг, где нормальное новое лицо. Их все и так устроит. Не говоря про пальцы. Что-то я решил вообще по полной рассказать, да? А по поводу ОЗУ. Память телефона. Вот смотрите, приложение система 15 гектар. Радуется, по-моему, обычно, кто у нас? Третий эшелон, что у них мало система весит. Так там и нечему весить. Ультраигровой режим. Одна игра поддерживается. 4D вибрация, кстати. В Genshin Impact поддерживается. И в PUBG Mobile. Вот так. И световые эффекты не будем, игровой компаньон не будем, интерполяцию не будем. Любые настройки из разряда больше мощности будут поедать еще больше батарею, чтобы вы понимали. Каждый раз, когда... Так, под конкретное приложение, смотрите. Вот я, кстати, про это подумал и не стал почему-то показывать. Частота обновления экрана высок. А здесь должна быть, кстати, под отдельные приложения. Их нету. Стандартное, интеллектуальное. Не вижу. Эффекты улучшения. Они должны быть в не разрешении, а в частоте экрана и на весь экран, в верхней части нету. То есть у нас здесь принудительно нужно только химичить. То есть дальше идут костыли. Но, повторяюсь, сейчас мы быстренько зайдем в инструмент разработчика. А я, наверное, просто и не заметил. Так, все, разработчик. Я вам покажу кодеки, которых код наплакал, помните, было в Infinix Z30. Заходим в параметры для разработчиков и врубаем частоту экрана. Вот от 1 до 120 Гц. То есть система у нас не работает при 144. Да? Кодеков море. Кодеки все видны вам. И LHDC есть, aptX TVS+, адаптив, LDAC, LC3. В общем, все по фэншу. Если говорить про... Кстати, где эти 144 Гц, интересно? Почему нету в системе? До. То есть это все-таки до. Ладно, LTPO хотя бы. Повторяюсь, что слава всему, что может быть 144. Хорошо. Вот это вот, кстати, код, он не везде работает. Я понял, о чем вы говорите. Спасибо за наметку. Но я его, по-моему, вчера... я вчера фоткал, что он у меня не работал. Сейчас проверим, может быть, вы правы. Опа. Да, вы правы. Вот для чего мы встречаемся. Спасибо большое. Но это уже опять же костыли. Как много людей, которые будут покупать смартфон, будут смотреть и искать код разблокировки под частоту экрана. Да? Но с другой стороны, смотрите, приложение с высокой частотой. PUBG New State. Для чего мы его добавили? Да и ладно. Он что, при 144 Гц у нас работать будет? Не будет. А если говорить про альбомы, компас, настройки... Ну хорошо. Так если мы даже его включили, где мои 144 Гц? Давайте все включу. Даже в калькуляторе. И в советах, в темах, в файлах, в часах. Все, смотрим. В часы заходим. Нету 144 Гц. Я еще буду устанавливать. Здесь я, наверное, буду устанавливать все-таки прогу. И дальше мы уже будем химичить. Это код для захода в инструмент разработчика. У меня есть еще коды под OnePlus. Как раз вчера перекуп дал. И думаю, дальше мы уже разберемся. Дядя, там 12... Аркадий, что настройка? Ну, ты отвечаешь на ответ. Ну, опять же, мы пока не видим это дело. Пока мы видим только от 1 до 120. Правильно? Вот. И, ну, может быть, ладно, давайте зайдем в... Куда мы зайдем? В альбомы.
144 Гц есть? Отлично. От 1 только до, получается, 120. 120 Гц и в топку. Я говорю, я не понимаю этих извращений. Ты получаешь смартфон, и если здесь из коробки что-то не работает, не трогай его. Потому что если бы они могли сделать так, чтобы у тебя была нормальная автономность. Это как с шимом, как программы для устранения шима. Все думают, что все норм, но если вы поговорите с старичками, которые более-менее разбираются, они вам объяснят, что от этого еще быстрее выгорает экран. Да? Вот и все. К чему это? К тому, что в принципе, давайте я пройдусь по программам, по Antutu и всему остальному, HW еще надо. Ладно, почти 1 900 000, в минимальной комплектации он выбивает, греется на 6 градусов. Сейчас я включил, кстати, кондиционер, чтобы он тоже остыл. Мультитач. Очень сложно берет 10 пальцев. Есть. Мультитач 10 пальцев. Вот, 144 Гц экрана. Вот здесь 140. Что за рандом? Ну-ка. А здесь 120. Вот так. Ладно, все равно огромное спасибо. Antutu. Видим бенчмарк. Storage тест. 177 тысяч, прям шикардос. Прям вау. Дальше. 3D Mark. Проходил весь без морозилки. Если говорить про устойчивость, 52%. Вот он, Wildlife Extreme Stress Test. Wildlife Extreme, Solar Bay 28%. Ну, вы понимаете, да, что это значит? Это значит МТК. Это значит, Dimensity это то же самое, переплатите просто. И мы с вами дружно заработаем на этом, да? Так, Geekbench покажу просто данные по-быстрому. Single Core, вау, Multicore, вау. Вот с этим они разобрались. А вот GPU просто космос. Следующее. PCMark. Давайте-ка PCMark покажу. Там не так все прям супер-мега, но 13 тысяч. Но это, кстати, очень странно, что в PCMark в обычных задачах мне кажется, что это из-за какого-то блока автономности. Напоминаю, что здесь есть всякие режимы монстров. Я их не включаю во время тестов. Потому что смарт начинает есть намного больше. Когда мы тестируем смартфоны, вот сейчас мы будем тестировать его параллельно еще в Твиче, чтобы вы понимали, что мы делаем в Твиче. Мы в Твиче благополучно его гоняем. Для чего? Для того, чтобы у него была чуть-чуть дополнительная нагрузка. Может быть, кто-то считает, что это лишнее. Кто-то считает, что нормально, что у них, допустим, отваливаются микрофоны во время тестирования устройств. Но я считаю, что чем дольше и чем больше мы его мучаем, тем лучше. Смотрите, на что я сразу обращу ваше внимание. Помимо отсутствия 20-го бенда, помимо небольшой автономности, проблемы с оповещениями, здесь у нас никаких премиальных материалов нет, то есть у нас рамка металлическая отсутствует, у нас пластиковая рамка. У нас нет телевика никакого, у нас есть неплохой ультраширик, неплохой основной модуль и очень убогая фронталка на 1080p 30 fps. Притом я отмечу вам еще такой неприятный момент, как огромнейшая дырень, вот это вот просто дырень, просто огромнейшая, на месте фронталки. Ощущаете, да, что любовь, что не любовь у меня к смартфону, все равно какую-то дичь я вещаю. Будет ли Xiaomi 14 на глобалке? Конечно, будет, вопрос времени. Чему я не рассказал, кстати. Напоминаю, что распродажа начнется 22 числа. Не забывайте подписываться на телегу скидок на Asus. Вам надо будет набить 1000 лайков, чтобы я купил оба. И прошку, и обычный. И 24 числа вам надо зайти, чтобы набить лайки мне на смартфоны от Redmi глобалки. Они будут стоить прям космос. И меня, ну опять же относительно. Для меня космос. Для вас, может, это будет и недорого. Для меня это дорого, потому что я китайские версии их обозревал, и я понимаю, что стоить они должны значительно дешевле. Так. 5 секунд. Я сейчас код вобью. Активируюсь. Активируюсь. Провожу активацию в Твиче. Каждый смартфон, да, вот так вот просто топорно, постоянно разрешаешь все.
Ну и ладно. В топку. Да? Не забываем прожать лайк. 67 человек. Это пик у нас. Вау, круто. Новый канал. Напоминаю, пишем в комментах. И вот сейчас со мной общаемся. Я пытаюсь вам отвечать. Насчет Neo 8. И лучше купить в минимальной памяти iQOO Neo 8 или Neo 8. Лучше никто не шутил в последнее время. Просто огниво. Вы побили все рекорды юмора. Так, Twitch в плавающие окна. Разрешаем. Ищем PUBG. Скорее всего, вот эту вот запись ньюстейтовскую я выложу потом. Вот почему он не 1080p даже не рекомендует? В Твиче, на лайв-канале, может быть, нет. Может быть, я перестану делать эти дела неразумные. Что я не вижу смысла. Сейчас перепроверю, чтобы у нас был Wi-Fi тот, что нужен. И отключаю громкость трансляции. Мы готовы гонять его в Твиче? Бери Neo 9, не думаю. А моя жизнь не интересна. Вы ее и так всю видите. Когда ты делаешь по 2-3 обзора в день, еще и стрим. Так. Переходим к банкету. Так. Вот это, наверное, мы меняем по положению. И открываю управление трансляцией. Включаю чат «Разрешить камере» при использовании. Сейчас буквально на 3 секунды я отвлекаюсь, получается, и вы увидите, как это происходит. Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live. Меня зовут Саня. Сейчас вы видите фронталку iQOO Neo 9 Pro. Если совсем кратко, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Сейчас я стримлю одновременно на YouTube, на канале Польза.нет стримы. И параллельно мы смотрим, что он может этот смартфон в Твиче и в играх параллельно. Если говорить о смарте, здесь у нас МТК-шный процессор, к сожалению, помимо того, что здесь у нас МТК-шный процессор, к сожалению, у нас еще и довольно высокая стоимость, 9320, последний вроде бы у них процессор. Если говорить о экране, такой же, как в Neo 9, 2000 люксов на пике. Остальным я напоминаю, повторяюсь на стриме. Если говорить про зарядку, то он у меня заряжался за 27 минут на 75%, а почему-то за 38 на 100. Мне кажется, какой-то глюк произошел. 120-ваттная зарядка, беспроводной зарядки я не нашел. Защита от влаги скромная IP54. Нет у нас металлической рамки корпуса, нет 20-го бенда. Нет у нас, кстати, мини-джека, никак не завезли. И смартфон получился неплохим, но дорогим. Опять же относительно. Но не относительно третьего эшелона, а в принципе относительно. Вопрос, нужен ли вам такой процессор, решайте сами. А сейчас мы переходим в игровой процесс. Как мне написал Universal, огромное спасибо, что довольно громко. Все, переходим в игровой процесс. Включаем благополучным образом PUBG, правильно? New State. И начинаем мучить этот смарт в играх. То, для чего мы и собрались в первую очередь, правильно? Насколько он хорош, стоит ли его приобретать. И все остальное вы сейчас увидите. Опять же, согласитесь, что понятно, что он снимает неплохо, но его основная фишка должна быть это просто волшебные игровые возможности. Насколько они волшебны, мы сейчас как раз увидим, правильно? Neo 9, проц лучше. Главное не заблокировать. Но iQOO не блокировали пока, давайте откровенно. То есть я сейчас нагоняю паники, но я правильно нагоняю. Чтобы потом с меня никто не спрашивал, правильно? Если предупрежден, значит вооружен. Вам оценивать. За 40 тысяч можно много чего купить. Из Саратовской области, город Балаково, я подписался, Саня. Спасибо большое, Алексей Смирнов. Да, не забываем подписываться на канал, чтобы я вам проводил подобные стримы. Потому что рано или поздно вы захотите, чтобы ваш девайс так погоняли.
И мне кажется, что более наглядного теста, когда при вас все это делают, ну, я не видел нигде. Тем более канал, ну, согласитесь, что я все обозреваю. Вот что я не обозревал, давайте, как говорится, предъявите мне. Но, к слову, 144 Гц в системе на Zero 30 у нас есть. На Zero 30. Ждем, когда он нам подберет матч, и после этого мы, после того, как он подберет матч, мы уже начнем играть и засекать. Но у меня есть топы на канале, Тоня. Вы мне потом будете их 50 тысяч раз вспоминать. Подождите новых топов. До 40 тысяч, до 30 тысяч. И тогда уже будем говорить. Потому что сейчас ничего не устаканилось. Я вам кроме Neo 9 вообще ничего не назову из свежего. Если я назову Meizu 21, мне скажут, какого лешего, потому что это все-таки уже, ну, не первый это эшелон, это все-таки второй эшелон. Если я назову вам, что я могу за 35 тысяч назвать? Я до 30 тысяч могу легко назвать так, какой-нибудь Poco X6 Pro. Сейчас будут Realme вот эти 12 Pro Plus, сейчас будут Redmi, вот они до 30. А между 30 до 40 это такая ценовая категория, даже 30 Neo 9, можно сказать, что если ты баллы используешь, там 28, 31, ладно. На данный момент игровой телефон с плоским экраном. Артем, всегда это Asus. Вы можете, ну вот смотрите, я люблю Xiaomi, там, окей, Black Shark, может быть, когда-то что-то выпустят. Но Asus просто живут этой темой. Вы посмотрите их комьюнити, почитайте, что они делают с этими бедными смартфонами, как они их настраивают. И вот если у вас крышка, вот так вот, крыша течет, съезжает, и вам нравятся прям игры, и вы хотите с чем-то разбираться, и у вас должно быть свое прям комьюнити, которое под каждую игру подстраивает ядра, я не шучу, пишет скрипты, это Asus. Вот у них прям, еще у них есть фанат, миллионник, блогер, который тоже вам сможет помочь. Распаковку 2 паковку я могу вспоминать, он миллионник. Напоминаю, что на моем канале можно вспоминать миллионник. Вот распаковка 2 паковку очень любят Asus, в них очень хорошо разбираются. И у нас с ним обычно как раз диалоги там. Он мне там, OnePlus ты захейтил, ты очень плохой. Через 2 месяца проходит, он пишет, не могу ходить с OnePlus, потому что. И вот обычно у меня часто очень с людьми сходятся мысли по многим вопросам. Так, смотрите, я выставляю максимальную яркость, максимальную. Мы сейчас ее измеряем. У вас может быть какие-то проблемы с видом сверху, но это будет не критично, потому что вы хотя бы узнаете реальные результаты. 881 люкс и зарядка у него 86%. Во всяком случае, вы сейчас видите... Так, стоп. Реально его использование. Ну все и так видно. Кстати, заметьте, и так это видно. Или не видно? Как по яркости видно что-нибудь или нет? 86%. 86 запомнили? Потом будете подсказывать мне. Да, все видно, кстати. Надо, наверное, клавиатуру просто убрать. И смотивируйте, подпишитесь 1000 лайков, я накуплю себе девайсов, чтобы подключать нормально камеру. У меня еще одна GoPro, к сожалению, утонула. Так бы было 2. Нет, все-таки освещение. Ну и ладно. Пойдет такой свет, вы все равно же видите. Правильно? Так, ага. У нас кабельного хозяйства не хватает, чтобы его дальше протянуть. Ладно. Продолжаем. Но мы же не хотим, чтобы меня сразу вынесли. Да что ж такое-то, а? Ладно, вот так. Окей. Вот так пойдет. Зато будете видеть FPS. Кстати, о птичках. Мы не выставили никакие настройки нормальные. Конечно, ему легко. Так, и вот она граница. Игровой процесс, управление, графика. 90 ультра. Высокая. По умолчанию сохранить. Все, нет. Надо выйти и зайти снова. Ничего страшного, он не вылетит. Не должен вылететь. На то это и модный процессор.
А интернета должно хватить. Температура пока, Альберт, вообще не повысилась ничуть. Я вам сообщу. Ну, можете спрашивать периодически. Мы летим на самолете. Зайти. 64 пассажира. Не забываем прожать лайк, написать в комментах, на что бы вы еще хотели увидеть обзор. И мне кажется, что я успею дропнуться. Картинка от звука отстает или нет? Смотрите, 1 Гц пускает, 60 Гц, 40. А почему 40 опять? Объясните мне, почему я на графике же выставил 90. Вы видите, в чем фишка? Вот он, 9320. Как же меня это бесит. Как же меня это бесит. Какого лешего на столь мощном процессоре в PUBG New State, в который играет тоже достаточно миллионов человек, я должен выставлять низкую графику. Вот и все, что надо знать про прекрасный 9320. Да? Вроде бы экран прямой, и смартфон игровой, вроде бы все должно быть в огне, а опять все через МТКшное место. Да? А в Твиче еще есть звук или уже все? Так, что у нас из интересного? Нужна броня. Так, все окей. Брони нет. Окей, ладно. А дальше герцы не видно, подвинь окно. Да куда подвинуть-то? Я могу ниже поставить. А что не видно? Как это не видно? Все видно над лого. Обман. Обман. Посмотри в правом нижнем углу. Там какое-то зарубище. Уже. Опа. Спасибо. Я думал, она в шлеме. Что за подстава-то, а? Смысл ходить без шлемов? Патронов нет. Ладно. Доброй ночи. Геншин был и проспал. Геншина пока не было. Так, стоп. Еще один тип. Мне, кстати, кажется, учитывая мой левел и то, что меня очень часто выносит, то все-таки я уже не Ламан Непальская, и там все-таки реальные типы бегают. Где-то. Во всяком случае, мне так кажется. Или хочется, чтобы мне так казалось. Но это, конечно, было 2, наверное, дропа людей, которые уже погибли. Потому что я в зоне. Ох ты, ёшки. Да, все, довыделывался. Ну и сейчас у меня тоже будет дроп. Не критично. Звук игры можно, я сейчас только что его включил. Потому что без него я ненадолго останусь в живых. Бамбу не поеду. Вот Шорелин можно. Там тем более хаотично все. Может быть и выживу. Но не факт. Кому не видно еще герцовки, посмотрите над лого. 89-90. Honor 90 GT, вы их продаете, что ли? Они же не новые. Или новые? Можете поправить меня. Не забудьте прожать лайк всем, кому интересны смартфоны в подобных условиях для тестирования. Мы даже сотки еще не набрали. Какая-то печаль совсем. Совсем не интересен вам IQ и остальные смартфоны, а? Это не шантаж, это бизнес, это мотивашка. Моя мотивашка. Так. Надо убедить себя, что это кому-то надо, кроме меня. А мне это один черт надо для того, чтобы их тестировать. Так, X8, ничего ж себе. Прям очень приятно. Еще бы. Ох ты, ёшки. Прям фэншуй по фэншую. Все. Можно играть чуть-чуть. Если не подставляться.
Кажется, правда, здесь лутаюсь не только я, ну ладно. Ну ладно, так, у нас есть тем более шанс набрать второй или третьей брони здесь, пока еще народ не налетел. Опа. Надо будет убегать отсюда. Но это будет еще не скоро, у нас еще минуты 30. Заметьте, еще одну катку держим. Пока никаких просадок я не вижу, но повторяюсь, что это довольно такая специфичная штука. Почему? Потому что, может, я и не вижу просадок. Опа. Это с одной стороны. А с другой стороны, у нас настройки графики довольно скудные. Ничего топового здесь нет. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6. И, в принципе, можно выбрасывать и этот тоже. Опа. Ладно. Я не могу пройти мимо. То уж получше будет. Покупки Oppo Find X6 Pro. А почему 7 не рассматриваете? Там не такая большая разница в цене. Или я чего-то не понимаю, или у меня, может быть, не совсем правильные критерии. Расскажите нам. Я исключительно про свежесть. Я не пытаюсь рассуждать по поводу того, что у нас лучше будет снимать. Я пытаюсь рассуждать исключительно про то. Сейчас 5 секунд. Есть ли смысл в приобретении девайса? Так. И как меня бесит, когда ты не можешь выстрелить. Я не понимаю, почему в открытое небо. Или он заряжается так долго, или он только в зоне может выстрелить. Получается, что кроме про отца ничем не отличается. Нет, ультраширика еще. Может, кто-то меня еще в чем-то поправит. Ультраширик здесь другой модуль стоит. Может быть, основной модуль другой, но мы HW не открывали. Если народ заморачивался. О, есть, все. Берем высоту и ждем типов. Ждем типов на высоте. Дрон. Дрон прилетел вот точно не просто так. Пока не вижу, не слышу никого, движений нету. Опа. Зона. Живых 20, убито 2. И я вне зоны пока. Ну, если все будет хорошо, то мы успеем взять дроп. Если плохо, то не успеем. Так, у меня 40 секунд. В принципе, можно уже пить энергетик и смотреть дроп. Вот он. Так, все, клиент. Тихо. Ну и ладно. Вполне возможно, вот оттуда кто-нибудь пойдет, но пока нет. Так, а где мой дроп? Буду ли я снимать? Опа! Да что ж такое-то, а?
Вот когда ты заказал и неудачно заказал дроп. Раз, два, три, четыре. Ну и ладно. Что происходит, когда ты неудачно заказал дроп, да? Ну. Вот сейчас будет самое обломное, если меня вынесут сразу. До того, как я забегу в зону. А это очень даже возможно такими темпами. Давайте. Сейчас сяду. Первый. 15. 13. 9. Вы прикиньте, как меня просто сейчас снять. Проще простого. Любой, кто здесь есть, меня снимет. И еще дальше в зону. Сейчас 5 секунд, и я вам буду отвечать. Сейчас меня вынесут, 15 живых. Но надо в зону по-любому лететь. Где-нибудь по зеленке. Но зона уже далеко. Просто бежать очумеешь. О, спасибо. Спасибо, понял. Спасибо, понял. Уяснил, пояснил. Забежал и забыл. У меня, кстати, есть этот адреналина шприц. На Твиче качество видео, звук и лучше, и звук громче. Ну хорошо, архитектор. Наверное, мы на это и надеялись, что так и будет. Или это просто прошлый раз, кстати, видел, получается. А, нет, есть. Третий бэкпак. Опа. Точила там. И там вот кто-то палит сверху по-любому. Угу. Мы ждем, пока у нас восстановится жизнь. Меняем локацию так, чтобы быть в зоне. И ждем клиентов. Сейчас я в зоне, нет? Мне кажется, я в зоне сейчас. Ну, лучше, наверное, туда сбегать. Опа! Тихо. Не сдался он. Ну и ладно. Тихо. Сейчас будет заруб просто лютейший. 5 живых.
5 живых, это прям лютейший заруб. Oppo Find X7, как раз телефон стоит 55 тысяч. Хорошо. Сейчас давайте я максимально долго проживу. Опа. Красава. Красава, но может я проживу еще чуть-чуть. О, откуда он залез? Да и не важно, откуда он залез. Десять секунд. Семь, шесть, 3, 2, 1, 0. Да что ж такое? 4, 3, 2, 1, 0. Раз, два. Крутые типы. Взяли меня в игру, и я впервые победил. Так, два телефона купил, Саньку. OnePlus 9 Pro Neo 8. Очень довольно, очень сильно благодарен. Хорошо, Алексей Смирнов. Главное, что вы знаете, что вы покупали. Правильно? Так, пока он не погиб у нас. Проверяем быстро. Люксы. Пока по фэншую. То есть он быстро восстанавливает, видите? Только вышел из игрухи. Так, скорее всего, было 800. По ощущениям, он не сбрасывал. Что у нас по времени? 18 минут играем. Рановато еще, да? Рановато считать результаты. Но бриллиант, мне не кажется, что это прям очень легкий уровень для игры. Можете написать, кто-нибудь вообще разбирается. Кстати, да, надо выключить, у меня уже холодно. Кондишн 18 градусов. Когда следующая распродажа на Али? Я вам только что сказал, что сейчас идут локальные распродажи. Это локальная распродажа будет на смартфоны от Asus 22 числа. И 24 будет распродажа бренд Realme. Вот, что там еще, я не знаю. В феврале, когда будут сейлы, я тоже не знаю. Пока. Точнее, я знаю, но смысл на них ориентироваться. Еще неизвестно, какой курс будет. Привет, Влади, привет, ты дошел до нас. Стержень, привет, Дмитрий, Герландец, Котлета, Алексей Смирнов, еще раз привет, Optimus Pro в Diablo. Зачем? Он и так напрягается норм в Геншине. У меня мастер 3-го уровня. Мастер это выше бриллианта. Я не разбираюсь вообще. Но я к тому, что у меня не совсем здесь ламеры должны бегать. По логике. Или ламера. Я не понимаю, почему все ругают Infinix и Техно. По факту они демпингуют. Нет, они вообще не демпингуют King. Они продают шлак через рекламу за космические деньги, бросают его поддержку. Этот шлак не покупают потом никто из перекупов, потому что это потом не продать, и оно умирает очень быстро. И как было это третьим эшелоном, так и осталось. И ПО они не допиливают. И еще раз повторяюсь, вот сегодня я делал обзор на GT 10 Pro. Он стоил при старте продаж 33. 32-33. Сейчас на Авито он по 15. 3 месяца прошло, 0 обновлений. Тач просто днище. Новые по 20. Какой еще смартфон теряет 50% стоимости, становясь БУ за 3 месяца? Какой еще смартфон вы знаете, чтобы он не обновлялся 3 месяца вообще в нуле, чтобы у него тач вообще никак не работал, и чтобы его не покупали ни за какие деньги перекупа, потому что вполне возможно он просто умрет завтра. Ну, его можно как лом просто продавать. Допустим, King, этот Infinix Note 30 Pro вы сейчас можете продать, если он за 20, за сколько? За 15, за 14, а через полгода это просто будет кирпич. То есть вы просто выбросите 20 штук на... Если мы говорим, вот смотрите, сейчас мы начинаем бодаться. Бодаться по поводу чего? Вы убились по беспроводной зарядке? Серьезно?
Так она там днищенская, она что, 50-ваттная? Вы будете ей пользоваться? Серьезно? Следующий момент. Если нормально работает ПО, ПО нормально на инфиниксах нигде и ни на техно не работает. Я их покупаю. Что вы мне рассказываете? Так вот, если убиваться по распродажам, то я уверен, что с баллами можно было до 20 Poco X6 Pro купить. А эта штука там рядом не валялась. Понимаете, у нас с вами диалог двух абсолютно разных людей. Почему? Потому что я этим живу, а вам, скорее всего, вам нечего было купить за 20 тысяч, и вы пришли к выводу, что если покупать на распродажах и искать дешевле, лучший выбор это Infinix за 20 тысяч рублей, учитывая ваш опыт работы с железом, последующие его продажи, опыт по работе с программным обеспечением, Infinix вам кажется золотой серединой. Просто нам с вами не по пути. Я бы, если бы так же, как вы думал, я бы разорился со своим каналом. Но у вас своя правда, хорошо. Я же говорю, у меня канал чуть-чуть другой. Я уверен, что рано или поздно вы повзрослеете, столкнетесь с продажей, поломкой данного типа устройств. Вы получите в конце концов когда-нибудь на руки какие-нибудь Realme GT, Realme, там, не знаю, даже Flash Edition древний за там 16 тысяч рублей его когда-то продавали. И в тот момент времени вы вспомните мои слова, придете на мой канал, и я уверен, что мы будем отлично общаться. Но пока у вас, к сожалению, был жизненный опыт связан только с этим брендом, к сожалению, прям я вам реально сочувствую, вы считаете это нормой. И это ваше право, но ваше право так мыслить. Но мои подписчики так не думают. Если ты хочешь что-то дешево приобрести, это должен быть бренд, который ты потом сможешь продать. Если у вас материальные возможности покупать бренд третьего эшелона, который потом не продать, не то что в те же деньги, а я еще раз повторяюсь, за половину стоимости. По поводу VIP-30, если что я писал общее мнение. Нет, общее мнение совсем другое, поверьте мне. По количеству аппаратов, которые продаются на Авито сейчас, бэушных, общее мнение очень далеко ушло от этого. И по количеству, ну, по стоимости того, за сколько готовы покупать смартфоны третьего эшелона, те же перекупы или мнение ремонтников, или мнение продавцов, это же все постепенно. Это общее мнение вашего круга. Вот. Общение. Я говорю, у меня другое общение, у меня другая благосфера. Я только сегодня анализировал, кто у меня смотрит канал. У меня не смотрят люди канал, которые смотрят пиарщиков третьего эшелона. То есть у меня нет реально людей, каналов, которые приходят и говорят, вот это топ. То есть их просто нет. Ну, может, они есть, но их очень мало. Поэтому, повторяюсь, вы озвучиваете мнение не моих подписчиков. Поэтому я говорю в обзорах, я советую купить, но не своим подписчикам. Опа. Вот это я прям совсем печален. Надеюсь, что это был... Да что же они все умирают-то? Так, окей, что у меня? Третий и второй уровень. Наверное, хотя бы второго уровня броню найти и все. Привет, невозможно задонатить. Можно задонатить. Вон верхняя ссылка, Польза.нет, Donation Alerts. Как это невозможно? Или может быть он имеет в виду на YouTube. Донат наверху. Кстати, у меня ни одного доната еще не было. Надо как-нибудь проверить потом. Это не руководство к действию. Руководство к действию, подписывайтесь на канал с колоколом. А пока донаты подождут. Если когда-нибудь они будут. Вообще эта тема, по-моему, уже отмерла. Так, что там какие? Опа. 5 секунд. Нету. Раз, два, три, 4, 5. А почему он не повесил ее, интересно? Потому что потом нашел. Ладно. Что мне интересного надо сделать? Мне интересного надо вот туда выстрелить. И потом развлекаться здесь.
Опа. Наверху кто-то бегает, по ощущениям. И по тому, как был лут зачищен. Опа. Угу. Опять умрет, да. Мне кажется, это боты, ну ладно. Даже если бота. Где мой дроп? Кстати, мне надо пушку было поменять. Для стрельбы издали. Я все еще бегаю. Надо было минику взять у того типа. Очень неразумно. Он купил Oppo Find X7, остается ждать. Что за игра? Это PUBG New State. И да, Oppo Find X7 и X7 Ultra уже в пути. Пообозреваю обязательно. О, огонь. Главное, чтобы он дошел. Опа. По сути, они мне решили подкинуть этих типов. Я очумею, если я реально его на крышу закинул. Смотрите. Что за дичь? На крыше? Ох ты, ёшки! Да, не поднимай, не надо. Стоп, стоп. Можешь ли убрать сообщение? Зачем мне убирать ограничения в сообщения? Меня все устраивает. Зачем вам спамить? Раз за 60 секунд можно написать. Угу. Так, отлично. Раз. Начинаем банить пиарщиков. Еще кто? Кинг-Конг. Я думаю, что вас тоже, Кинг-Конг. Вы когда решите, канал Польза.нет. Когда поменяете мнение по поводу третьего эшелона. Что в плане нагрева? Пока нету вообще никакой. Так, а из чего он будет? Я напоминаю, что... Да, неразумно, конечно, дропнулся. Ну ладно. Нагрева не должно быть, потому что... Нет, кстати, он чуть-чуть нагрелся. Потому что я включал кондиционер. Так. Чуть-чуть залутаться хотя бы. Хоть что-то здесь найти. Поднимем, поднимем. Я эти фразы поднимем, поднимем слышал. Опа. По звуку здесь кто-то бегает. Ну, возможно, нет. Шлем X. Есть четвертый эшелон. Думаю, пока нету. Но это все всякие защищенные смарты, доги и все остальное, но все-таки они по мне отдельно стоят, потому что некоторые из них очень даже неплохие. Так, все. В огне. Ладно, нет, это пока рано мне выбрасывать, что у меня вообще ничего нет. Мне нужен шлемак.
Чат, где стрим идет? Чат это Twitch. Ссылка на Twitch в описании тоже есть. Все. Угу. Все норм. О, да ладно, ну я ж тебя просто вплотную стрелял. Просто вплотную стрелял. Вплотную. Да что ж такое-то, а? Два раза одни и те же, по-моему. Поднимаем. Восстанавливается яркость, видите? То есть была 790, ну он сбрасывает 100 люксов. Не критично. Сейчас я вам покажу температуру. И я думаю, до мастера мы дойдем такими темпами. 39,9 максимум была. Напоминаю, что Infinix Zero нам показывал 41. И здесь у нас 38,8. Несерьезно. Кстати, правда, держать телефон над людьми и крутить, наверное, не совсем правильно. Там нет людей, если вы беспокоитесь по поводу того, когда я кручу его над балконом. Сформулирую так. Первое, там нет людей внизу. Второе, наполняемость места, где я здесь живу, 5%. Я не шучу. То есть, мягко сказано, здесь почти никто не живет. Вот. И тому есть причины, разумеется. Да, на этой площадке, Женек, я ее даже вспоминать не хочу. Бан прилетает за пиар площадок. Стабильно. Не забываем прожать лайк, не забываем написать, чтобы я продолжал такие штуки, потому что когда-то я их делал, и кому-то они нравились, и кому-то они были полезны. А мне, в принципе, мне сложно, с одной стороны, с другой стороны, может быть, оно и хорошо. Как-то полегче будет с вами общаться. Нет, Артем, ничего мне не падало. Вы понимаете, что опыт моего проживания с гаджетами космос. То есть я всю жизнь живу с гаджетами. Я не вылипал из экрана всю мою жизнь. Если говорить про то, когда у меня появился первый компьютер, это был первый класс. То есть отец поехал вот с такой котлетой, по-моему, мы за 3 с лишним тысячи долларов покупали. И были еще даже не флуппи диски, а вот такие огромные дискеты. До этого были сюборты всякие, разумеется. На площади Александра Невского в Питере купили комп. Там еще были видеокарты шоколадки 8 мегабайт. Мы докупали. Было 4, по-моему, докупали до 8. И я потом устанавливал вот эти гонки. И, в принципе, вся моя жизнь вот так и шла с железками. С тем или иным успехом. И работал я, наверное, для того, чтобы покупать возможность такие штуки. Интересно, а что за причины, по которым мало кто живет в этом эпичном месте? Дмитрий, а какие обычно причины? Все просто. Всегда. Здесь намного лучше, чем на Твиче. Поздравляю. Найт, хорошо. Ну, мы уже и так стримили, говорю, на Ютубе. Но просто мне основной канал сбивать SEO из-за стримов. Люди, которые смотрят стримы, они не в таком большом количестве, как люди, которые смотрят обзоры, что естественно. То есть комьюнити у меня, наверное, не такое огромное, поэтому и телега взаимопомощи не так быстро растет, поэтому там и у нас 2000 забаненных, но я считаю, что у нас более-менее зато одинаковое мышление, и у меня нет, заметьте, у меня нет вообще этих штук, типа участвовать в розыгрыше в телегах, еще где-то. Потому что по мне лучше пусть добавляются те, кто хочет общаться с тобой, чем добавляются те, кто через скрежет зубов. Хотят, посмотрели обзоры, все. То есть, если пришли, допустим, и начали мне спамить по поводу каких-то платформ, то есть человек, с одной стороны, рассказывает мне про третий эшелон, потом рассказывает, как сэкономить на сомнительной штуковине, где очень много подделок. Ну, такое себе. Он недорогой, 37 стоит. Труэ, во-первых, это про что? Да смешно. Виктор, что, вы продаете эти Honor GT, 90 GT?
Я даже не... у меня есть ощущение смутное, что у него пиарщики прям начали работать. Honor никогда не был эпичным. Если брать Honor 90, то это вообще днище с монорежимом за космические деньги. Но мне кажется, да, у них спамеров тоже достаточно, которые везде идут, или которым необходимо, или кто закупился, наверное, и пытается это дело продать. Потому что других каких-то причин, зачем мне Honor 90? Я его не продам. Виктор, чё? Ну, я вот как бы понимаю рынок, я не продам этот смартфон. Я продам его примерно так же, как Infinix, в 2 раза дешевле. Infinix окей, может быть я и не продам, ладно. Infinix еще хуже. А босс, спасибо. Сейчас греться начал. Но мне кажется, что это я просто начал ощущать, потому что кондиционер выключил. 38,5. По PUBG есть 90 FPS? Да, но мы не забываем, что у него урезанная графика. Понимаете? Сейчас я не буду дропаться в Централ, я буду дропаться в Хамару. Потому что Централ меня раскатают там очень быстро. Так что прекратите. Я говорю, вот по поводу Honor 100% спам. Прям спам. Наверное, потому что у них продажи падают. Ну а у них неоткуда появиться. Что повтор? Повтор чего? Нет никаких повторов. Ну, старенькие, да, Huawei P20 Pro, P30 Pro, P40 Pro, когда еще были Google сервисы. И они были конкурентоспособными. Сейчас это уже вообще не та история. Так, надо быстро залутаться. Очень неприятное место здесь. Опа. Серьезно? Уже? Да откуда? Откуда он стреляет? Сверху, что ли? Опа, их там два. Раз. Опа. Вижу. Да что ж такое? Боты. С одиночной стрельбой. Еще и отряд. Очуметь. Очень странные типы.
С третьим уровнем, кстати, брони. Вопросов больше нету. Пожалуйста. Ну, и говорю, это не тот смартфон, который мне интересен. Ну, и не тот смартфон, который интересен аудитории, поверьте мне. Так, звук выключаю. И надо пройтись по... Вот сейчас довольно прилично сбросилась яркость. Прям очень прилично. Сейчас проверю. Может быть, это ночь в PUBG. Но есть у меня ощущение, что яркость сбросилась. Иксов нет, ничего нет. Вообще не полутался. Просто бегал с этими типами. И все. Так, а что за урезанная графика? Слишком ли влияет на игру? Да нет, сам принцип, что у тебя самый мощный процессор, а графон обрезан. Опа. Там зарубы. Туда я не пойду. Пока. Окей. Все-таки, наверное, бесполезно мне туда бежать. Без иксов. Нужно продолжать лутаться. И искать хоть один икс. Что без иксов это не игра. Я не знаю почему. Это очень сложный вопрос. У меня был Xiaomi что-то там. Xiaomi.com. Потом я подумал, польза нет лучше. И все. Польза, сеть. И сразу там еще это вот будет как бы бонус, что все будут, кого бесит, писать, что вот, пользы нет. Плюс древние понимают, а молодежь нет. Наверное, такая была логика. Логика какая-то была маломальская. Куда он стреляет? 15 человек в онлайне на Твиче, по-моему, такого давно не было. А, так. Там есть, кстати, звук, напишите. Ёшки. Да что ж такое? Что же я за косоглазое такое существо-то? Сколько FPS держит? Так вы видите в правом верхнем углу. В правом нижнем углу, вот над лицом. Здесь внутриигровой счетчик, вот в чем магия. Александр Громов, объясните человеку. Хулиганы зрению мешают, да? Я не... Хорошо, потом. Напишите в комментах потом, кого разбаните, окей. Я не хочу здесь поднимать вопросы по поводу того, где, что, как. Вот говорю, у меня везде болезненные какие-то темы есть. 72 FPS и 71 FPS. Вот сейчас 67.
70. Но у меня есть ощущение, что он начал вот сейчас греться. Есть ощущение даже, что он сбросил чуть-чуть яркость. Но это все ощущение. Не факт, что так оно и есть. Самое интересное получается, что я потерял своего напарника. И все. И он у меня уже не в команде. И я не у него в команде. Обломно. Так. Шлем-маску найти бы. И все бы было в огне. Во, все. Очень даже неплохо по минимуму упаковано. Если еще иксы найти, то считайте то же самое, что и было. Здесь прям лут нормальный. Тьфу-тьфу-тьфу. Опа. Вот я косоглазый-то. Ну что же, да зачем он сбросился? Ну ладно. Ладно. Его право. Так, энергетиков нет. Фулом не сделаться. Ладно. Спасибо тебе за обзоры. Cyber GT вообще норм. Вообще норм часики. Интересные. Идеальных вещей не бывает. Но бывают интересные. И игрушки это всегда хорошо. Так. Дайте мне хоть один энергетик. Пожалуйста. Чтобы я восстановил жизни. Мы, конечно, с этим типом встретились два одиночества. Что я косоглазый, что он. Может, у него, правда, был Инфиникс? Тогда он просто бог игры. Но если нет, то он такой же косоглазый, как и я. Так, иксов нет. Издали стрелять бесперспективняк. Идем в место, где 100% будет просто бешеное количество людей. FPS видите, как проседает периодами, да? Я, по-моему, здесь и завалили, нет? Убили. Заофили. Какие там еще синонимы дети употребляют, да? О, нет, это была похожая локация. Опа. Есть. Здесь залутано все. Почти. Есть. Первый энергетик. Как настроение Крэга? Пока норм, но я не скажу, что это прям какой-то супер смартфон. Что по времени? 50 минут, еще 9 минут играем. Еще 9 минут играем в PUBG, и ввиду того, как он нагрелся, я не знаю, будем ли мы продолжать этот банкет. Не уверен я. Так. Но в чем я уверен, что я здесь посижу и посмотрю, куда зона пойдет. Чтобы дальше решить, на сколько лет может хватить Oppo Find X7? Понятия не имею. Вот я погоняю процессор. Вот, допустим, на ТК-шные процессоры, я не думаю, чтобы они прям вообще очень живучие были. Так, вот стопудово мне надо бежать. Почему? Потому что зона, хотя вроде близко, она на высоте.
Может быть, кого-то мне получится снять. Скорее всего, это будет по минимуму. Так, ну все. Понеслась. Броня вторая. Я в меньшинстве, поэтому не планирую особо сильно выделываться. Вот там у нас перестрелки. Довольно близко. Деревья. Там еще и здания. Ну все, это жесть. Короче, я сейчас здесь как на ладони. Но все ушли в здание. Поэтому можно успеть. Все, видит меня. А я его вижу. На крыше здания. Да все, не-не-не, это перекрестный огонь. Все. 50, сколько? 53 минуты. Ну и ладно. Мы не ищем легких путей. Еще 6 живо. Звук на Твиче есть. Не супер игровой. Вот видите, как круто Universal. А говорят, что это проблема в смартфоне. Нет. Нет, это проблема Твича. Ничего себе, это что такое? Это что такое? Вот эта вот зона. Кто разбирается? Нет, нет, нет. Ну и ладно. Номер 4. 52. Что 52? 54 минуты. 54 минуты и у нас 60% заряда. А было у нас изначально сколько? Кто мне напомнит? Кто не забыл? Сколько было процентов заряда? Друзья, кто-нибудь помнит? Просил запомнить. 86. А сейчас 60. То есть где-то 27% он поедает. 27, он очень горячий, сейчас неприятно. Давайте-ка я быстренько. Вот это вот минусы нажимания на кнопки. Так, нажимание на кнопки. А что я делаю? Подождите, вот завис на 1 секунду и все. Если он с атуту не вылетит даже в PUBG, 48-43. То есть это такая температура прям ох. И тыльная часть 41 градус. Уже горячо. Это без чехла. 43, 42,6, 43 градуса. Лицо 43 градуса. И... Ну, это много. То есть 29, видите, уже 59%. И по яркости... У меня нет ощущения... У меня, может быть, он сбрасывает соточку. Вот если, опять же, не успею. А, нет. Ха! Сбросил еще как. 536. Помните, когда я говорил? Наверное, через минут 40. Вот мы его и поймали. 300 люксов он сбросил. Можно подождать, когда он это дело вернет. Но видите, свои плюсы того, что вы пришли на стрим, есть. Вы узнали бесценную информацию, без сарказма. Вроде бы супер смартфон, а нет. Поэтому не забудьте подписаться на канал с колоколом и написать мне, чтобы я продолжал убивать вообще продажи всех и вся. Что у тебя? Он думает, что у тебя Infinix. Кто думает, что у меня Infinix? Twitch думает, что у меня Infinix. Стоп. Артем, а слабо посмотреть обзора? Вот бы сейчас его на стабильность погонять в тестах. Александр, это сарказм. Мы сидим и ждем, когда он долго возвращается, видите? Ну, потому что 43 градуса это прям космос. То есть, в принципе, его хватило где-то на минут 40 игры. И потом он сбросил. 500 люксов это нормальная яркость. Но, опять же, это такое уже тоже... Не на тоненького, но он бы мог получше себя вести. Мягко скажем. То есть я его не собираюсь оправдывать. Это Dimensity.
Это не IQ, это Dimensity. Их заставили. Они выгрузили нормальный смартфон, 9. И вот потом их заставили вот это вот. Кстати, нас уже 670 человек. Давайте не забываем подписываться, чтобы стало 700. И мне останется 300 человек, и вообще будет норм. И потом мы прогоним что-нибудь эпичное, типа Sony 5. Хотите Sony 5 на подобном тесте? Смартфон за 80 тысяч. Без всего. Если основные модули камер, ну, по той инфе, что у меня, да, основные модули камеры одинаковые. Может быть, я не прав. Я говорю, я еще не смотрел просто. Я смотрел спеки в интернете, но не смотрел спеки так. То есть спеки в интернете говорят, что модули камер с одинаковой апертурой 50 мегапикселей, одинаковый размер сенсора, тоже оптическая стабилизация. 2 модуля, и там 920. 920 крутой модуль. Только на 50 мегапикселей у нас ультраширик в прошке, а в этом на 8. Вот. Не вижу смысла гонять его в Крегра, да, но я же еще раз, смотрите, иерархию вы понимаете моих мыслей. Сначала я провожу тесты всех смартфонов, которых только мне интересно. Потом третий эшелон. Третий эшелон уже был, к слову. Помимо этого Dashman будет для примера Redmi 13C. То есть что там обозревать в смартфоне за 10 тысяч рублей, да? Или там за Realme C67 был за 13. И теперь, да, теперь я купил Sony. Я могу. Почему нет? Ну сколько я на нем? 15 потеряю? Ну 15 максимум. Стоит 5 обзоров, потому что будет игровой тест, стрим, тест одним кадром и обзор. Ну 4. Если потом продашь, я за Sony. Не, я уже купил. Вы не совсем поняли. Владе, я уже купил. Я спрашиваю, гонять его здесь или нет. Потому что если я его здесь погоняю, продать его будет чуть-чуть тяжелее. Вам кажется, что меня не смотрят, но ввиду того, как мне написывают некоторые бренды, я предполагаю, что все-таки кто-то меня смотрит. Хотя бы представители этих брендов. Что же вообще творится с этим экраном? Когда он будет восстанавливаться? Реанимируйся давай. Все. Реанимировался. Я не вижу смысла гонять его в Геншине, потому что он до сих пор не остыл. Вот смотрите, у меня аж даже, видите, отпечатки на нем, эгегей какие. Я включаю Antutu, чтобы вы понимали. Он 144 Гц у нас в Antutu показывает. И у него все еще 45 и 41. То есть, сколько нам надо ждать для того, чтобы... надо его догнать, конечно, чтобы он был прохладненьким. Но это надо тогда морозилку. 49 показал. Ну вот все, он с ума сходит. ЦП сходит с ума. Был 45, стал 49. И руки потеют, да. Что купить за 42? Да ты издеваешься, Мэджи? Вот обычно так спрашивают люди, которые ничего покупать не собираются. Честно. Давайте, у нас не идет диалог сейчас о том, что купить за 42 тысячи рублей. Чтобы сказать, какой вам смартфон нужно купить, их вам какой нужен, мне нужно знать в спеке. С чем вы раньше ходили? Да вообще миллиард. Посмотрите, на основном канале Пользы.нет есть целый стрим, посвященный тому, как бы я выбирал на вашем мнении на вашем месте смартфон. К слову, в моей личной телеге, в описании есть моя личная телега? Да. Есть уже примеры фото с этого смарта. Их много. Sony будет интересно, за что такие бабки. Universal, я тебе спойлерну. Бабки такие за то, чтобы я его мог к Sony FX3 подключить и сказать, что я блогер. Хотя я снимаю все равно на iPhone все ролики. 99%. Вот такая магия. Магия чувака, который хочет показать, что он блогер. Вот. Я не хочу показать, что я блогер. Лучше быть, а не казаться, правильно? Я просто пилю контент. Вы смотрите, за это я вам безумно благодарен. И, кстати, с 5000 просмотров на Infinix Zero 35G 3 подписчика, а было минус 7. То есть с 5000 человек 3 подписчика подписывается. За 40 тысяч покупать самокат. Ну да, и у меня есть байк. У меня их 2. Кто знает, тот видел. Саня, а что за лог на многих... Лог. Не понял, Сергей.
Так, давайте я сначала скажу до свидания. Смотрите, если аудио есть, я напоминаю, что я стримлю параллельно вот здесь. Это у нас называется что? Правильно, это у нас называется YouTube. Канал Польза Нет Стримы. Я так назван, да? Вот. Запись этого, может быть, будет на Польза Нет Лайв. Надеюсь, что микро выжил. Скинул, в смысле из пабга. Звук исчезает, когда Саня из Твича выходит. Ага. Вот. Всем огромное спасибо, что пришли. Не уверен я, что у вас звук появился. Звука нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Так, здесь мы закончили на Твиче. На Твиче мы закончили. Соответственно, в принципе, все, что надо, вы поняли. Dimensity как был супер горячим, так и остался. Фронталка здесь супер скромная. У нас здесь 1080p 30 fps. Если говорить про все остальное, премиального здесь ничего нет. Из процессоров между 9320 и Snapdragon 8 Gen 2 я выберу 8 Gen 2. И в топку эти ультраширики лучше. Программный блок по FPS. Ну и хорошо. Так мы же его сняли. На YouTube звуки есть. Я в курсе. Game Clinic. Здесь микрофон шуровский подключен. Вот он. Вот он. Не вылетел? Нет. Приятно с вами было пообщаться. Огромное спасибо всем, кто пришел. Надеюсь, подпишитесь на канал с колоколом. Оставил специально немного интригу по камерам. Немного, чуть-чуть. В целом, если вы приобрели данный смартфон, я считаю, что вы сделали правильно. Проблем у вас по продаже не будет, но при любом раскладе из проблем это точно оповещалки, это точно перегрев в играх, если долго играть, и это точно понимание того, что у вас то же самое, что Neo 9, только с другим процессором и другим ультрашириком. Вот. Огромное спасибо, что пришли. Пишите на Ace 3, делать ли мне подобную прожарку, OnePlus Ace 3. Делать ли потом прожарки на Poco. Ну а база, почему мне нужно 1000 подписчиков, чтобы я включил монетизацию, которая мне будет давать там $1 в месяц. Но вместе с этой монетизацией я получу что? Правильно, те, кто разбирается, я получу рекомендации. То есть сейчас я транслирую фактически на свою аудиторию, вы меня знаете. Кто-нибудь пришел и не знает, напишите вот в комментах, может кто-то смотрел или сейчас. Кто не знает, канал Польза.нет. То есть пришли все мои подписчики по большому счету. Про разбан не забудь, пожалуйста. Не ануб, я забуду 100%, если ты сейчас в комментах после того, как я стрим не закончу, не напишешь. У меня в личке забанено, я не знаю, сколько тысяч человек в личке, я знаю, что почти 20 тысяч у меня забанено на YouTube. И это не по поводу моего отношения к моим зрителям, это по поводу довольно простого отношения к любому виду пиара. Все. Ну и хамство. То есть это мой канал, и это тоже мой канал. Если вы хотите, вы приходите, я вам безумно рад. Но у меня есть какие-то правила. Тайм-коды на основном канале. Антон, ну если вам не интересен ролик, не смотрите. Ну тут все просто. Если я понимаю, о чем вы говорите. Мне не нужно убивать средний просмотр. Пусть посмотрит 1000 человек вместо 100 тысяч, но будут смотреть полностью ролик. Мне нужны люди, которые смотрят половину хотя бы. Они перекликивают на 15 секунд, и потом YouTube думает, что у меня вообще самый убогий контент на YouTube. Понимаете? Кригера, спасибо большое. Вот, по поводу каких-то там влогов, повторяюсь, что скорее всего я буду их делать, но дайте мне еще освоиться на YouTube. Вам кажется, что я здесь давно, я здесь 6 лет, но из них лицо у меня только 2 года. 2. Притом прям совсем много лица, только последний год, наверное, правильно? И я еще учусь. Я учусь еще общаться с камерой в первую очередь. Потому что, ну вот как я рассказывал, когда я смотрел некоторые интервью у людей, я как бывший зеленый человечек, я ощущаю сразу напряженность. Мне хочется, вот сейчас я разговариваю с вами легко, я даже когда стрим вел на 1300 человек в онлайне, 1200, мне было легко. Вот мне нравится, когда мне легко, я постепенно адаптируюсь. И спасибо вам, что вы приходите. У меня есть ощущение, что мы сидим в большом кружке, не таком, кстати, большом, и общаемся на
интересные для всех темы. Когда вам будет интересно что-то другое, я постараюсь вам это предоставить. Тайм-коды просто когда в старых роликах ищешь нужны. Гагита. Гатита, у меня, в общем, включен этот ютубный, типа, разбивание на ролики разрешен, он, по идее, должен сам это делать. Почему блогеры в начале видео говорят одну и ту же фразу? Александр, чтобы были ассоциации. Вот. То есть ты слышишь подробные обзоры и думаешь Сани, или там, вопреки всему, несмотря ни на что. Но у меня, видите, уже поменялось это чуть-чуть. Наверное, потому что поменялось мироощущение. Хотя все еще вопреки всему. No problem, Саня. Нам нравится твоя подача. Крегра, спасибо. Но и сбивать SEO канала с... Ну, допустим, вот смотрите, у меня даже новостных нет тем. То есть мне проще, не знаю, на какую-нибудь дребедень из разряда микрофонов сделать обзор, потому что я не хочу уходить в другое поле. Я хочу рассказывать, не знаю, об особенностях того, как надо снимать квартиру. Ну, что-то житейское. Или как лететь, как покупать билеты дешевле. Или как выбирать себе развлекалово. Но меня не хватает. Вот меня хватает на то, чтобы рассказывать, как железки покупать. Вот. Да и мне кажется, что это все никому не надо. То есть мы же делаем что? Мы делаем то, что считаем, что кому-то будет полезно, правильно? И все. Мне сейчас, допустим, для примера 2.50. Поэтому я иду спать. Завтра у меня обзор. Очередной обзор. Может быть, еще много всяких обзоров, кратко. Огромное спасибо, что пришли. Всем добра. Надеюсь, что еще увидимся не раз. Зависит все от вас. Захотите меня видеть? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментах, чтобы мы продолжали. Вы меня увидите. Я вас видеть хочу. Но мне надо понимать, куда мне прилагать больше усилий. Вот. Архитектор, Пацанчик, Мегли, Костямба, Крегра, Александр, Антон, Геймклиник, Гатита, Кастро, Альберт, Артем, Антон Язев, Сергей, Влади. Всем спасибо, всем счастливо, добра и удачи вам, дорогие друзья. Видите, и в конце мы то же самое.